Привет, друзья! Я уже в Бодруме. Всегда перед теннисом такая хорошенькая разминочка, потому что резкие движения потом приводят к разным потом болям. Я уже знаю эти приколы в прошлом году, поэтому красота. Приехала посмотреть новое местечко, открылось. Там, где я обычно завтракаю, мой салат кончился, поэтому загляну сюда. Интересно, там еще получается сзади, видите, мечеть. Сейчас фокусируюсь, я не видно. Видите, мечеть рядом. Наверное, казан еще красиво играет. Красота. Я смотрю, тут тихо. Кстати, сейчас вот и в ложек болталку сяду. Сейчас устроюсь, выпью вкусный матча. Запишу хороший ложек. Еще и цветочный магазин. Сейчас соберут какой-нибудь букетик. Скажу мужу, что сейчас купит мне какой-нибудь от себя. Завтра схожу сюда и на йога-класс попробую, где йога лучше. Сейчас пытаюсь на этот сезон выбрать себе самую классную йогу. Сказали, что здесь еще классная матча-латте. Сейчас попробую. И есть еще, представляете, безлактозный, безглютезный брауни. Это прям вообще, прям супер. Хорошо, что в бараке не было моего любимого салата. Давайте поразглядываем, что тут есть. Ну, я, конечно же, сяду на улице где-нибудь возле бассейна. В тенечке здесь. Сейчас сюда сяду. Какая красота. Ну, прям эстетическое наслаждение. Теперь у меня в центре Бодрума и есть где еще потусить, помимо моих уже привычных точек. Ну, вообще просто сказка. Скоро из Бодрума можно будет вообще никуда не уезжать. В тени, наверное, не очень видно. Но сейчас попробуем сфокусироваться. Во-первых, это очень красивая матча на кокосовом. Потом мне принесли очень красивые вот эти вот все колокольчики. Забыла, как они называются. Но я их называю альпийские колокольчики про себя. И мне принесли еще такой вот безглютеновый брауни, без сахара и молока. Где свет вообще? О, солнце. Привет, друзья! Я с вами из Бодрума. Я уже вернулась. Как я рада! Вы знаете, я так ждала момента, когда я смогу вот так вот поставить телефон и просто с вами поболтать. Всем привет! Меня зовут Ева Рейки, Ева Доган. Кто меня как знает. Может быть, это первое видео, которое вы со мной смотрите, а может быть, вы со мной уже много-много лет, и вы помните мой канал Бульдожик Family, где были поездки, семейные, классные путешествия и много разного другого. Ну, в общем, всем привет. У меня был буквально неделю назад, уже больше, потому что уже 15 октября, у меня день рождения было 2 октября, в общем, прошло уже 2 недели, но как-то так это все это так быстро, что я даже не заметила. В общем, у меня был день рождения, спасибо всем большое за поздравления, это был классный, суперский день рождения. Вот, который я провела в Лондоне, и прям в свой день рождения вечером я летела
в Лондон. Так получилось, что я урвала себе билетики хорошенькие бизнес-классом, и это было действительно очень здорово. Ну, в общем, я вернулась уже в Бодрум. Я сейчас нахожусь в месте, которое называется Сидра. Новое место открылось. Как только что-то открывается новое в Бодруме, я, конечно, сразу же мчусь туда, потому что не хватает у нас таких мест, мало, особенно, чтобы они были открыты всю зиму. Поэтому я сейчас вставлю, я сегодня утром уже была на теннисе, потому что все лето у нас была такая жара, что я ни разу не была на теннисе. В общем, ребят, это будет болталка вообще, знаете, такая вот, называется, я по вам соскучилась, хочу рассказать все, обо всем. И, в общем, надеюсь, вам это, вам это будет по вкусу, потому что я, правда, очень соскучилась за тем, чтобы просто поболтать, вот так вот держать телефон и показывать улицы, места, на самом деле очень тяжело, особенно когда ты на бегу, у тебя в голове куча всяких чувств, эмоций, мыслей, ты в новом месте. И я вам уже говорила, что у меня на Google Maps было, ну, наверное, ну, не знаю, я знаю сколько. У меня было 64 точки, 64, куда я хотела зайти, и вы не поверите, все эти 64 точки я посетила за 2 дня. Вот, то есть это были рестораны, кафе, выставки, музеи, просто какие-то улицы, черчи, в общем, все это я посетила и получила огромное удовольствие, поэтому только что вернулась вот в Бодрум. На самом деле только что я говорю, потому что я провела, ну, во-первых, я какого там числа 6 я вернулась, потом приехали мои друзья, бывшие заказчики, нынче мои друзья, с которыми мы, когда они приезжают, мы с ними просто, я утром ухожу, вечером возвращаюсь, мы с ними просто неразлучно тусим, поэтому еще эту неделю у меня выпала из жизни, потому что я просто с ними везде тусила, у меня же, видите, герпес не было года 2. Потому что я приехала из Лондона, там я в шарфе, в куртке, и мы с ними там мы в мандарине посидели, то мы на террасе посидели. И, знаете, садишься утром такой, берешь какой-то напиток, потом через часа 4 такой просыпаешься, ну, потому что ты очень вовлечен в общение, в диалог, такой понимаешь, что ты уже весь замерз, а погода сейчас очень переменчивая. Вот я сейчас сижу, середина дня жарко, но если ты будешь сидеть где-то на ветру возле моря, то вот я посидела, не знаю, часа 6 мы сидели, а мы еще прорабатывали, в общем, и, соответственно, ты в таком процессе даже не замечаешь, и, конечно, сразу же простуда. Поэтому, если вы приезжаете сейчас в Турцию, кто приезжает вообще в Стамбул, в Бодрум, неважно, когда вы приезжаете в Турцию зимой, у вас всегда, помимо футболки, должна быть какая-нибудь верховочка или курточка, потому что Турция в этом смысле коварна. Вот эти ветра, которые вам кажутся такими приятными, южными, на самом деле эти ветра очень коварны. Морские ветра, они очень коварные, и они вроде так это очень нежно к тебе прикасаются, так по плечикам пробегают, но они очень часто тебя потом это загоняют в температуру, или вот у меня простуда выскочила. Вот. В общем, я очень рада, у меня куча всяких подарков. Это тоже, кстати, один из моих подарочков, который пришел прям сразу к моему дню рождения. Сидра. Сидра people around me. Смотрите. Во-первых, я сейчас там букетик возьму. Смотрите, какие у них красивые цветы. Я уже тут выпила матча латте на кокосовом. Ну, мне кажется, все-таки матча не очень сочетается с кокосовым, еще надо что-то другое. Капучинко или латте я люблю на кокосовом. Вот, еще был безглютенный, безлактозный, в общем, все, как я люблю, без сахара. Такой тортик, этот кейк, забыла, брауни. В общем, на чем я перервалась? В общем, я вернулась, и мы с друзьями тусили. И я наконец-то, так уж, вы знаете, возвращаюсь в свой привычный режим. Уже пару раз ходила на йогу. Вот сегодня у меня был теннис, наконец-то с моим тычером пересеклись, потому что, конечно, летом была такая жара. Я за лето ни разу не играла в теннис, но чем классен теннис, тем, что ты руки помнят, мозг помнит, главное соединить мозг и руки, и, в общем, ты начинаешь снова хорошо играть. Вот, поэтому я обожаю теннис. Классно, мы сегодня поиграли, тело просто кричит от радости, спасибо. Это такое кардио и позитивные эмоции. В общем, я очень люблю теннис, надеюсь, этой зимой я буду играть почаще. Вот. Знаете, я хочу всех поблагодарить, кто поздравил нас с днем рождения. С каждым годом людей, которые тебя поздравляют, все меньше. Эти единичные такие звонки или сообщения, они так приятны, правда, и когда ты не ведешь активно, то есть я же выпала из социальных сетей, вы знаете, у меня раньше был достаточно такой, по тем временам, по там 18-19 года, это были 20-е даже, да, это тогда еще
блогеры были такие natural, я была одним из таких настоящих блогеров, когда не было всяких накруток, все было как-то от души. И, конечно, тогда в мой день рождения мне столько прилетало поздравлений, потому что ты все время со всеми на связи. А сейчас, когда ты упадаешь из social, нету тебя в Фейсбуке, там нигде тебя, ты особо нигде не тусишь, поэтому пару там каких-то звонков ты получаешь, и им радуешься. Но главное, что твои самые близкие всегда рядом, и это радует, и это самое важное. Вот, поэтому, в общем, день рождения пошел очень классно, точнее, в такой интимной атмосфере, по-домашнему с утра. Вы уже видели на этот влог, да, что мы позавтракали классно пока овсяночкой, потом я поехала в аэропорт, и уже вечером я была в Лондоне. Вот, поэтому были классные 2 дня в Лондоне. Огромное удовольствие. Почему-то я вот прилетала год назад, это было лето, хотя была такая хорошая, прекрасная погода, жарко, то есть я ходила в футболке. Но я не получила такого удовольствия от поездки, как я получила в этот раз. То есть в этот раз я настолько вот насладилась. Вообще, кстати говоря, не знаю, расскажите, как вы, но я заметила, что я в последнее время просто люблю вот эти поездки, которые называются на 3 ночи, да, то есть 2 или 3 дня, но я обычно в эти дни, вот у меня там было 64 этих точки, да, вы не поверите, я все посетила, то есть у меня в каждом дне было по 20-30 мест, которые я, в общем-то, на моем маршруте такого простраиваю, чтобы целый день. То есть я выходила в 7 утра из отеля, возвращалась в 11 вечера. Я обожаю такие дни, то есть в таком режиме, понятное дело, невозможно долго просуществовать, поэтому, собственно, 2-3 дня это прям супер. Вот. Я надеюсь, вам понравятся мои влоги, потому что я действительно снимала, знаете, ну, как бы вот так на бегу, на ходу. Иногда это было так все, ну, скажем так, эмоционально и не продумано, все это было стихийно. Ну, я старалась как-то все это сделать максимально, чтобы можно было потом как-то все это смонтировать. Вот. Но материала оказалось столько, что я думала, будет всего 2 влога, на каждый день по влогу, но, как видите, сейчас я смонтировала всего лишь первый свой день, и вышло целых 3 видео. Поэтому еще у меня есть 2-й день, там было еще круче, там много всяких разных мест, там еще был вот этот ресторан Гая Чичваркина в Гайд-парке, обязательно вам смонтирую, посмотрите, вам будет интересно. Вот, такой, не буду спойлерить. Вот. Ну, много-много разных мест, я даже в конце попала на мюзикл. Ну, в общем, я думаю, что если вы смотрите мои влоги, вы там все увидите. Вот. Очень классно вернуться в Бодрум. Я, когда, знаете, вышла из аэропорта, конечно, все равно, знаете, когда улетала в Бодрум, из Бодрума в Лондон, я была очень счастлива, я очень люблю Лондон, я рассказывала в прошлом влоге, что для меня Лондон как вот домой съездить, как в Киев, Харьков. Я это очень люблю. Вот, поэтому точно так же вернуться в Бодрум из Лондона мне тоже было очень классно. Я прям классно открылась парковка последние года на International Flights, то есть прямой рейс Лондон-Бодрум, и там открылась парковка. Не нужно далеко идти, ты прям вот просто выходишь, садишься, через 4 часа ты в Лондоне, я 5 минут прошла от экспресса, которым ехать 15 минут, и я уже в отеле. То есть у меня, в принципе, все от дома до, как бы, грубо говоря, до отеля в Лондоне, все это заняло всего-то 6 часов по нынешним меркам, когда я знаю, для многих людей прямые рейсы — это проблема, то есть там с этими украинскими всеми историями, да, ну вы знаете, и сейчас там, я знаю, вот у меня, кстати, я спать не могу, у меня через мой дом сейчас в Бодруме летают самолеты просто бесконечно, потому что из-за ситуации, вы знаете, на Ближнем Востоке, которая происходит, все самолеты сейчас идут, ну, как бы облетают, да, удлиняют свой маршрут через, да, вот, и у меня прям дома, я прям вижу постоянно эти пути, я прям просыпаюсь иногда от шума самолета, представляете? Вот, так что такой большой насыщенный трафик, каждую минуту пролетает какой-то самолет под нами. Вот. И потому что мы прям на стыке вот это Греция и Турция, прямо побережье, там, где я живу. И они как раз вот там, видимо, поворачивают. Вот, поэтому в наше время там 4 часа полет еще плюс час туда, а на дорогу добраться от дома до отеля — это просто идеально. 6 часов, и ты в другой стране, в другом городе, причем в достаточно далекой стране. В общем, это кайф. Короче говоря, я получила огромное удовольствие. Я, как всегда, это, знаете, все по 5-звездочному, все по лакшери. Самый хороший, ну, такой, ну, как для меня это самый хороший, то есть лучше, наверное, того отеля, который я жила, для меня, наверное, был бы Мандарин, но Мандарин был слишком, ну, как бы, знаете, таким вот слишком уже дорого, там он что-то стоил, по-моему, на эти даты, по-моему, 1500 за ночь, то есть, ну, как бы, это, знаете, такое, вот, то есть мой отель был тоже, кстати говоря, по-моему, стоил $600 за ночь, ну, вы знаете, в Лондоне, в принципе, отели, это, как бы, это огромный кусок твоего бюджета.
Вот, поэтому все, наверное, ездят в Лондон на такие там 2-3 дня короткие поездки. Вот, ну, Лондон is a capital of Great Britain, как мы знаем, да, поэтому там... Хотя, вы знаете, я вернулась в Бодрум, и я поняла, что если раньше ты ездил из Турции там, в Европу, и тебе казалось это как-то все в Турции там, в 2 раза дешевле, там, в 1,5 раза дешевле, сильно дешевле. Но сейчас, когда я приезжаю в Европу или вот даже в Англию, да, то есть мы понимаем, что фунты, а курс доллар, лира к фунтам сейчас, по-моему, уже 44. То есть за 1 фунт это 44 или 45 лир. Вы можете себе представить? Вот, поэтому такой вот огромный курс, такая большая вот сейчас инфляция, и если раньше, но при этом цены в Лондоне мне показались просто какими-то вот так. Ну, то есть там, если не брать там мой какой-то afternoon tea, где я действительно шиханула, и там прям, там, понятное дело, там локейшн, там место, ну, вы посмотрели. А так, конечно, в принципе, можно гораздо дешевле даже есть в некоторых местах, чем в Бодруме. Вот такие вот дела. В общем, какие планы? Я вернулась. Будет сейчас еще, вот я хочу потратить еще недельку, домонтировать все-таки еще пару влогов про Лондон, пока еще это, знаете, на свежей такой памяти, на свежих эмоциях. Вот. И в ближайшие недели хочу записать такую метадиагностику, как я обещала, про Турцию. То есть какая энергетика у Турции, как она влияет на людей, как она усиливает людей, что она забирает у людей. В общем, сделаем такой интересный скан. Я думаю, кто уже, может быть, смотрел про Лондон, я сделаю такой же про Турцию. Понятно, что Турция все очень разная, поэтому я возьму, может быть, там, в целом по Турции, возьму Стамбул, Бодрум, может быть, Измир, Анталия еще захвачу. Кому будет интересно эти тоже моменты. Вот, поэтому сделаем такой тоже прекрасный влог. В общем, такой у меня небольшой такой день со мной, когда я уже в Бодруме, когда я вернулась, когда просто попиваю кофе, хожу на спорт, занимаюсь всякими рабочими делами вперемешку с этим делом. Ну и самое главное, не забываем радоваться жизни, наслаждаться, улыбаться и прорабатывать, потому что, вы знаете, вот мы сидели даже с ребятами на балконе, вот прорабатывали, и я понимаю, что насколько все-таки классно работать с женщинами. Вы знаете, я работаю только с женщинами, но иногда приходится работать с мужчинами. Но все равно с женщинами, конечно, работать. Насколько женщины гибкие, настолько женщины быстро схватывают, насколько они быстро вот улавливают. Мужчины, конечно, тоже сейчас становятся такими, знаете, более, скажем так, понимающими всякие духовные вопросы. Но с женщинами, конечно, я работать люблю, потому что это, конечно, такой быстрый Bluetooth, быстрый такой обмен информацией, это прям супер. Вот, потому что мужчины все равно стараются все это от ума. И вот я даже объясняла, что можем разговоры обсуждать, можно любую тему по 10 раз, это как переливание из пустого в порожнее, да, из пустого в порожнее. Но для того, чтобы действительно с какой-то темой разобраться, которая тебе беспокоит, ее нужно именно сесть и проработать, именно с душой. Это можно сделать самому, это можно сделать с проводником, как я, с человеком, который в этом шарит, вот, который тоже прожил этим, да, то есть... Я, наверное, чем отличаюсь, наверное, от тех людей, многие, которые просто застряли, которые изучали все эти вещи, да, и они как бы там поприменяли, потом что-то опять как-то начали жить как раньше. Ну, я, наверное, отличаюсь тем, что я достаточно считаю себя таким современным, подвижным человеком, и в то же время я умудряюсь как-то все-таки эти духовные аспекты и проработку втягивать в свою жизнь каждый день. Вот, то есть меня даже спрашивают, как ты там смотришь, как ты это все видишь, у тебя там, наверное, какой-то канал и так далее. Ну, у меня свой канал, мне нужно к кому подключаться, да. Это, знаете, как ты просто открываешь глаза, ты видишь мир. Вот точно таким образом я, когда у тебя есть свой канал, когда ты просто сам на связи, да, со Вселенной, со всем, что происходит вокруг. Поэтому разговаривать о проблемах, разговаривать о ситуациях, которые тревожат, конечно, можно. Ты просто поговорил, можешь выплеснуть эмоции, но проблемы это не решает. К счастью, к сожалению, но это такая реальность. Вот, поэтому всем хочется о проблемах поговорить, но будьте готовы к тому, что вы можете о них говорить, но все будет стоять на тех же местах. Вот. Поэтому проработки наши все, честно вам скажу, и когда ты что-то прорабатываешь, то сразу же ты просыпаешься на следующий день, и у тебя в жизни все начинает течь легче. Автоматически все начинает просто разгружаться, реальность перепростраивается, перепрограммируется, уже, знаете, как рельсы, новые пути, они сразу же моментально перестраиваются без твоего на то даже иногда осознанного
вмешательства. Вот, поэтому, потому что наш подсознательный мир, наши подсознательные все энергии, наша подсознательная, скажем так, программа, она гораздо сильнее, как вы знаете, нашей сознательной программы. Поэтому, когда мы разбираемся и вытаскиваем из подсознания очень такие мощные, серьезные программы, то, конечно же, перемены в жизни, и перемены в ощущении, и перемены даже в ежедневных каких-то мелких вещах, они просто невероятны. И я в этом убеждаюсь каждый раз, и я не люблю делать перерыв в проработках, и многие, я знаю, там люди, которые ко мне приходят, работают со мной уже из года в год, и любят они, так это, знаете, полгода сидеть, потом такая: Ева, что случилось, как же так? Вот, поэтому надо работать постоянно, не нужно ждать, пока припечет, хотя, конечно, очень есть большой соблазн жить жизнь, наслаждаться и не думать. Но надо учиться испытывать наслаждение от того, что ты, скажем так, держишь в руках, не просто как такой пассажир по жизни плывешь, да, но и управляешь своей жизнью, научиться получать от этого удовольствие. На самом деле удовольствие колоссальное. Дело привычки. Вот, поэтому, в общем, я очень рада, что я снова с вами, здесь, в Бодруме. Наверное, будет больше болталок, может быть, буду всякие такие повседневные какие-то больше вещи снимать. Посмотрим, буду по каких-то поездах, путешествиях. Пока никаких планов нету, но это всегда такая штука спонтанная в моем случае. Вот, ну, в общем, все, что вроде бы хотела рассказать. Ни с кем я, кстати говоря, в Лондоне из там старых знакомых не встречалась, и я знаю, что кто-то хотел, чтобы я там как-то вышла на связь, как-то встретилась, но, в общем, я почувствовала, что эти пару дней я хочу побыть сама, столько было мест посетить, и, в общем, я была только одна, сама с собой, 2 дня, это было прекрасно. Вот. Какое у меня тут прекрасное место, как здесь хорошо, просто волшебно. В общем, прощаюсь с вами. До новых встреч в новых влогах.